Всем привет, с вами Drag Times. Сегодня у нас особый выпуск. Мы начинаем путешествие в мир Пагани. И, естественно, начать стоит с истории, поэтому давайте пройдемся по музею Горацио Пагани. С нами Джулия Рункарати, сотрудница Пагани. Она будет нашим гидом. Здравствуйте, давайте начнем. Перед вами только что открытый музей Горацио Пагани. Его представили в декабре прошлого года. Наверное, это единственное место в Италии, да и во всем мире, где вместе собрано столько разных Пагани. Да, это точно. Они из эксклюзивных серий, их очень трудно встретить, чтобы все находились в одном месте. Да, конечно. Вначале мы видим истоки мистера Пагани, когда он еще жил в Аргентине. Как вы знаете, он родился в середине 50-х в маленьком городке под названием Касильда. А здесь мы видим все его первые шаги в мире автомобилей. Начиная с мини-байка, который он построил, когда ему было 15, и заканчивая самым первым автомобилем Пагани. Это гоночная машина, которую он самостоятельно построил в 20 лет. В 20 лет. В 20 лет. Значит, в 15 он построил мотоцикл, а в 20 гоночную машину. Совершенно верно. Нашим молодым зрителям, ребят, учитесь и старайтесь делать так же. Он был очень талантлив. Благодаря опыту, который он извлек из этой машины, он познакомился с великим Фанхио. Хуаном Мануэлем Фанхио, пятикратным чемпионом Формулы-1. В Аргентине этот человек — легенда. Это позволило ему обратить на себя внимание многих компаний, связанных с автомобильной индустрией в Италии, в долине моторов. На самом деле, для него это было серьезной мечтой еще с детских лет. Иметь возможность приехать сюда, в долину моторов, и найти здесь работу автомобильным конструктором. Ну да, ему повезло. Ему повезло, так как после стольких усилий он ведь много раз пытал свою удачу и, наконец-то, нашел работу. Хоть и не конструктором, а рядовым сотрудником третьего звена в Ламборгини. В кузовном департаменте, то есть он не был членом коллектива конструкторов. И хотя бы в Ламборгини это уже намного ближе. Ну, хотя бы в Ламборгини, конечно. Ребят, небольшая вставка. Горацио сам с Аргентины, как уже сказали, но попал он в Италию, в частности, благодаря Хуану Мануэлю Фанджио, потому что, как вы только что, наверное, уже услышали, либо услышите, его страсть к автомобилям привела его в Италию и привела его в Ламборгини. Не просто так, Фанджио поддержал, насколько я помню, его письмом, и после этого он провел долгое время в Ламборгини, от уровня низшего звена, да, до руководителя всех композитных материалов. И он в конце 80-х начал понимать, что будущее за карбоном. Если вы знаете, до Гаярдо, в начале 90-х, когда еще Крайслер владел Ламборгини, они представляли концепт и младшей версии, и которую разрабатывал сам Горацио, P14 или P140, и проект этот завернули. И тогда Горацио понял, что нужно идти своим путем, потому что за карбоном будущее. Насколько я знаю, он 7 лет готовил прототип зонды, но что интересно, хотел он сначала назвать ее не зонду, а Фанджио в честь, естественно, своего ментора в каком-то смысле, но за несколько недель до премьеры Фанджио умер, и чтобы не зарабатывать на его имени, зонда получила свое название зонда. Я уточнил, письма от Фанхио действительно были, он отправил рекомендательные письма для Горацио в Альфа-Ромео, Ламборгини и Феррари. Осталось только письмо Феррари, вот именно здесь оригинал сохранился. Простите, но мне тяжело сосредоточиться на ваших словах. Дело в том, что справа стоит очень особенный автомобиль — Пагани Зонда Ля Нонна. Расскажите о ней нашим подписчикам, пожалуйста. Ля Нонна по-итальянски означает «бабушка». Машина на пенсии совсем недавно. Мы ее восстановили и выставили в нашем музее. Этот автомобиль олицетворяет легенду, скажем так. Это та машина, которую мы с самого начала использовали в качестве демонстрационного образца. На ней испытывались все детали и компоненты всех последующих специальных версий зонды.
На самом деле, это не первая произведенная нами зонда, это шасси номер 2. То есть это вторая машина из всех выпущенных. И она использовалась для тестирования всех наших специальных исполнений. То есть разных компонентов, деталей кузова, двигателей и так далее. Все подвергалось всесторонним испытаниям. Эта машина вот еще чем уникальна. У нее пробег больше 500 тысяч километров. История Пагани началась с модели Зонда, потом была представлена Зонда S, и после Зонды S была представлена Зонда F. Зонда F стала базисом, проектом, на котором обкатывались все технологии, разработанные нами, и впоследствии примененные с некоторыми доработками, например, в той же Зонда R. Это своеобразная эпоха перемен. Машина эта олицетворяет собой эпоху перемен для Пагани. Между прочим, модель F посвятили памяти друга мистера Пагани, его наставника Хуана Мануэля Фанхио. Цвет этот называется «Красный Дубай». Вот еще одна Зонда F, это уже Родстер. В данном случае основной задачей была реализация проекта в кузове Родстер без серьезного ущерба для снаряженной массы автомобиля. В 2005-м эта машина стала воплощением мечты, так как она была с правым рулем, и она стала первым суперкаром того времени, где все полностью можно было перекинуть. То есть сделать автомобиль либо с правым, либо с левым рулем. Вы уверены, что она была первой? Да. А это легендарный образец, этакий единорог. Чинкве по-итальянски означает 5. Иными словами, в мире таких автомобилей всего 5. По 5 родстеров и 5 купе. Эту машину в 2009 году представили и продали по цене 1,5 миллиона евро. Сегодня они оцениваются почти в 9 миллионов евро, так что хорошее вложение. Да, это и вправду очень хорошее вложение. И выхлоп звучит очень приятно. Да, он к тому же керамический. А еще эта машина стала первой, в которой применили углеродное волокно и карботитан для изготовления монокока. Ребят, смотрите, с Зонды F они начали использовать, вот впервые здесь можно увидеть, что карботитановый монокок, а снаружи карбон. То есть это разные материалы. Дабы компенсировать отсутствие крыши, мы применили такую формулу, использовали карботитан в основном монококе. Это нужно для того, чтобы у родстеров, у кабриолетов нету крыши, жесткость кузова, она теряется. Чтобы компенсировать, Горацио Пагани изобрел карботитан и использовал ее в монококе. Здесь стоит еще одна зонда, и с виду она не выглядит как дорожная. Почему? Она и вправду нелегальна для дорог общего пользования, так что, как вы можете видеть, сейчас перед нами стоит один очень особенный автомобиль. С этой машиной мистер Пагани вместе со всем коллективом Пагани хотели показать, что одно из наших лучших умений — это не просто представить автомобиль из карбона как некое, произведение искусства, благодаря совершенному исполнению, а также умению работать с карбоном и правильно класть его слоями. Здесь также на первый план вышли все аспекты, связанные с инженерией и ходовыми качествами. Здесь вообще много всего интересного по инженерной части в плане разработки каких-то новых технологий, которые позже нашли отражение в проекте Уайра. Машина одновременно очень агрессивна и проста. Хорошо чувствуется, насколько вот эта деталь легкая. Да, можно попробовать. Действительно, здесь по ощущениям, как будто килограмма 2, может 3. Не знаю точно, 2 там килограмма или сколько. Общий вес машины составляет 1070 килограммов. Здесь установлен 750-сильный мотор. Опять же, V12 от Mercedes-AMG. Мотор атмосферный. Выхлоп сделан из керамики для более сочного звука. Что касается коробки, то она сделана английской фирмой Extrac. 6 передач вперед плюс задний ход. Двигатель установлен продольно по центру. Это все машины, которые находятся в собственности компании самого завода.
И сейчас они выставлены в музее Горацио Пагани. Может быть, есть вариант какой-то из них купить? Нет, 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 Кто нет. собрался покупать, к сожалению, не продает. Собственно, и Зонда, и Уайра, они уходят своими корнями в Южную Америку. Обе эти машины вдохновлены ветром. Зонда — это довольно агрессивный воздушный поток, встречающийся в Аргентине в течение нескольких месяцев в году. А вот Уайра — это бог ветра в культуре народности кечуа, обитающей в Южной Америке. Пойдемте прикоснемся к божеству. Ну да. При том, что Зонда сделана по мотивам самолета, идущего на взлет. Так, понимаете, да? Боевого истребителя, причем особенно это чувствуется в кокпите, который оформлен по образу и подобию боевого истребителя. При этом Уайра, опять же, черпает вдохновение у ветра, из мира аэродинамики. Основная задумка сводится к тому, что машина высечена ветром. Ну да, очевидна разница в стилистике. Зонда очень острая, при том, что Уайра вся обтекаемая. Да, у Уайры синусоидальные волнистые обводы. Да-да-да. Сделанные с оглядкой на всевозможные природные формы. Именно на ней мы впервые применили активную аэродинамику. Вот здесь мы можем видеть, что мистер Пагани изучал активную аэродинамику еще в 90-е годы. Где-то, наверное, в 1995-м. Еще до того, как был представлен проект Зонда. Эти технологии он разрабатывал с прицелом на использование в Зонде, но в итоге он применил их только 15 лет спустя в модели Уайра. А с чем это связано? По какой причине? Наверное, с тем, что он понимал, что рынок еще не готов принять подобные технологии. Скорее всего, из-за этого. На самом деле, я с вами согласен. Когда только представили Уайру, я вычитал немало комментариев, не от инженеров, конечно, а от обычных людей. В общем, народ смеялся, мол, зачем нужны закрылки просто для понтов? А теперь практически у всех машин есть активная аэродинамика. Да, у AMG GTR, у Huracan Performante сейчас почти все фирмы используют активную аэродинамику. Как видно, вот эти волнообразные линии начинаются и заканчиваются 4 отдельными закрылками. 2 сзади и 2 на передней части автомобиля. Они двигаются, то есть поднимаются автоматически и независимо друг от друга, в зависимости от скорости движения, силы торможения, угла поворота. Это позволяет машине иметь непрерывные текучие линии без спойлеров. Заметно огромное внимание к деталям в интерьере. Каждой отдельной детали уделили пристальное внимание и особую заботу. Со всеми этими деталями и элементами можно каждый день находить что-то новое, если машину внимательно рассматривать. Заметно также, что все детали, помимо того, что они функциональны и имеют свое предназначение, они все красивы, их приятно созерцать. Полностью согласен. Философия машины предполагает, что она должна быть прекрасна во всем, даже во внутренних деталях, которых не видно. Я понял, особенно кулиса. Ну да. Вот это произведение искусства. Да, произведение искусства. Форма зеркал опять-таки сделана с оглядкой на матушку природу. Они особенные. Кто-то говорит, что они напоминают разрез женского глаза, а кто-то говорит, что они по форме похожи на листик. Да, действительно, на листик похоже. Они очень ажурные. Машину эту показали в 2011-м, и это первый и единственный суперкар, удостоенный премии «Автомобиль года» по версии 3 основных изданий: Top Gear, Car и Evo.
Ребят, добавление, чего не было сказано в экскурсии, конечно, когда была представлена у Aero новая модель, по идее, зонду должны были перестать производить, потому что новая модель пришла на замену, но клиенты, мультимиллионеры, миллиардеры приходили к Пагани и говорили, мы хотим зонду, готовы платить любые деньги. Поэтому сейчас зонда производится, но в единичных экземплярах. То есть приходит клиент и под него индивидуально полностью разрабатывают зонды, дизайн модели, какие-то специальные элементы, которые делают ее уникальной. Что же касается у Aero, это первая модель у Aero, она сейчас не одна, также есть у Aero BC, где доработано сцепление, она облегченная версия, также там доработаны, там другие стойки стоят амортизаторов, если я помню правильно, подрамники были изменены. И помимо зонды у Aero BC, естественно, есть еще у Aero Roadster, который мы увидим в производстве сейчас. Эта машина неким образом соответствует фирменной стилистике Пагани в плане дизайна, при этом она совершенно не такая, как ее старшая сестра Зонда. У этой машины нет ни одной общей кузовной детали с ее предшественницей. И по технической части она тоже совершенно другая. Тот же двигатель впервые применен не атмосферный мотор. Это тоже V12 от AMG, правда, на сей раз мы говорим про мотор с системой Twin Turbo. Мощностью 730 лошадиных сил. Весит машина 1350 килограммов. Невероятно. Здесь вот еще какая особенность. Это первая модель Пагани, которая легальна везде. Да, США. Да, в США, в Калифорнии. Экологические требования у Калифорнии в частности и у США в целом очень строгие. Эта машина уложилась во все допуски и полностью сертифицирована. Так что с этим автомобилем Пагани открыл себе путь на американский рынок. Кто для Горацио Пагани является главным источником вдохновения? Главный источник вдохновения, я имею в виду какой исторический персонаж. Когда он еще был совсем молодым, он увидел на страницах аргентинского журнала «Да Винчи», итальянского художника эпохи Возрождения. Он влюбился в одну из его цитат, которая гласила, что искусство и наука всегда должны работать сообща. Они могут идти рука об руку, и их никогда не следует рассматривать в отрыве друг от друга. Это позволило Горацио расширить горизонты. Он всегда вел спор сам с собой о том, по какому пути следовать. По научному или же по пути раскрытия эстетической составляющей. А благодаря Леонардо да Винчи он узнал, что одно с другим вполне совместимо. Да, по Aero это видно. Вот он результат. Ребят, в общем, закончили мы тур по музею. Не подумайте, что, посмотрев это видео, не стоит сюда приезжать. Поверьте, вживую это все впечатляет в десятки, в сотни раз больше. Никогда на камеру вы не поймете, сколько здесь внимания к каждой запчасти, каждой детали. И в конце концов вы поймете, насколько редкие эти автомобили. Lamborghini продает 3700 автомобилей в год. Ferrari, Ля Ferrari, да, их самая топовая модель, 500 автомобилей, для Ferrari Aperta их 250. У Pagani 20 автомобилей, 40 максимум. И если мы говорим о Чинку, их всего 5, триколоры, их всего 3. И как бы понимаете, возможность увидеть здесь сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 автомобилей только в музее, вы по сути видите огромное состояние. Они все стоят вместе, я не знаю, 50 миллионов евро, не меньше. Так что приезжайте, оно стоит того, вы не пожалеете. Джулия, спасибо большое за то, что провели экскурсию по музею, было очень интересно. Спасибо. Вам спасибо.